Привет, ребятки! И сегодня на моем канале снова техноблог. Сегодня я буду обозревать планшет от фирмы Hayon из их недавно появившейся линейки Inspiroy, модель Q11KV2, то есть вторая версия. Креативная ручка-доска. Ну, так здесь написано. Как всегда, мы начнем с распаковки. Лично я просто тащусь от дизайнов упаковок планшетов Hayon, потому что они всегда очень лаконичные, очень сдержанные, что у меня в голове совмещается с моим личным стереотипом о том, что все, что серьезное и хорошее, оно, как правило, не пестрое. Коробка открывается как любая обычная коробка. Наполнение коробки представляет из себя то же, что и представляет наполнение коробок любых планшетов. Первое – это открытка благодарственная от фирмы Hayon. И, честно сказать, раньше, когда я смотрела обзоры на планшеты фирмы Hayon, я всегда думала, что это стикер. Но это оказалось просто картинкой, и поэтому теперь мне это больше не нужно. Следующее – это перчатка, и, как вы знаете, перчатка всегда добавляет какой-то крутости и профессионализма к виду художника. Ну, я даже не знаю, с чем это ассоциируется, но просто создается ощущение, как будто ты профессиональный игрок в боулинг. Они, как вы знаете, одевают специальные перчатки, чтобы, если что, шарами не натерла вот эти места. Здесь примерно то же самое. Перчатка, как всегда, очень комфортная, сделана из очень мягкой и приятной синтетики. И нужна она ровно для того, чтобы защитить ваш планшет от ваших вспотевших ручек, и чтобы в случае чего рука к поверхности планшета не прилипала и не получались дерганые линии. Затем идет сам планшет. Он достаточно большой, он больше, чем мой предыдущий планшет, также тоже от фирмы Hayon был. И, наверное, я приложу фотографию, чтобы вы примерно осознали, насколько этот планшет больше моего предыдущего. И я опять счетырила и подписала себе здесь горячие клавиши, которые настраиваются в драйверах планшета. Что могу сказать? Сам планшет очень приятный на ощупь, он достаточно легкий, выполнен из хорошего пластика, и поверхность, на которой вы будете рисовать, то есть рабочая область, абсолютно матовая. Я не знаю, но на этой матовой штуке остаются пятна от пальцев. И, скорее всего, это та же причина, по которой вам нужна будет перчатка, и это та же причина, по которой вам нужно будет обеспечить своему планшету какую-то поверхность. Обычно я использую защитную пленку для обычных сенсорных устройств, она вполне себе подходит, но вы можете, не знаю, положить туда просто лист А4 формата, и он тоже будет защищать, но лист все так же шкрябает, как и сама рабочая область. Многих людей, кстати, раздражает этот звук соприкосновения пера с планшетом. Мне в целом все равно, меня больше парит именно наличие пятен после пальцев на поверхности. Дальше это стилус. Стилусы компании Hayon мне безумно нравятся, они очень эргономичные, прорезиненные. И, кстати, как оказалось, эту резиночку здесь можно даже отогнуть и посмотреть, что внутри перо пластиковое. Возможно, ее даже можно снять, но я не буду рисковать. Я очень люблю стилусы Hayon, потому что они очень эргономичные, удобные, лежат в руке. Стилус имеет две кнопки функциональных, которые вы также можете настраивать в драйверах планшета, как вам будет удобно. И в комплекте к стилусу идет такой бублик, внутри которого хранятся сменные стилусы и специальный пинцет, с помощью которого исшоркавшееся перо можно будет вытащить и заменить на новое. Хранить перо можно, по-моему, как и в этом виде, так и в таком. То есть как бы не принципиально, это очень удобно, а многие говорят, что они этими штуками не пользуются. Я не понимаю почему, потому что это очень удобно. Вы просто его сюда поставите, и оно у вас не будет кататься по столу или валяться где-то в непонятном месте. Короче, очень удобно. Спасибо, Hayon. Также обычным приложением является инструкция и ссылки на драйвера. Да, драйвера можно скачать только онлайн, никаких дисков в комплекте не прилагается. В комплекте также идет обычный кабель для подключения вашего планшета к компьютеру, но я его даже не доставала, потому что у этого планшета в комплекте есть потрясающая штучка, которая обеспечивает беспроводное подключение к компьютеру. Это просто... Вот я, когда получила этот планшет, я сразу убрала тот планшет на место в коробку, потому что никаких проводов. Вы просто включаете его,
и он работает. А маленький USB-адаптер как раз подключен к вашему компьютеру, и вы типа такие: щет, я могу его и так, и сяк, и вертеть, и вот так перекладывать, и мне не будут мешать никакие провода, я так ненавижу провода, их и так слишком много в моей жизни. Вообще в 21 веке слишком много проводов для всего, а в этом случае проводов нет. Одно из главных преимуществ данного планшета просто потому, что у многих планшетов, например, я знаю, у некоторых фирм этот адаптер без проводного подключения нужно докупать. Он как бы есть, но в комплекте с планшетом его обычно нет. А тут он уже есть в комплекте, и это супер классно. Это такая забота о покупателе, мне кажется. Это очень удобно, комфортно и очень мило со стороны компании Hayon, что они уже заранее положили эту штучку в комплект. Все технические характеристики есть на обороте коробки, и я вставлю фотографию этих характеристик вот сюда. Не могу сказать, что они чем-то отличаются от характеристик планшетов нового поколения. В целом, планшеты по техническим характеристикам сейчас очень хорошие и практически все одинаковые. Просто я еще ни разу не видела, чтобы люди покупали себе по конкретным техническим характеристикам планшет, потому что лично я ничего не шарю в уровнях нажатия пера. Когда я села за работу с планшетом, мне сначала было немножко непривычно, потому что планшет довольно большой, рабочая область довольно большая, и теперь, чтобы тянуться до каких-то кнопочек стилусом, руку приходится прям так долго тянуть до этой кнопочки по поверхности, что для меня весьма непривычно, потому что предыдущие мои планшеты были не слишком большими, и, возможно, в компактности этот планшет уступает, но он рассчитан именно на, так скажем, людей, которые работают с какими-то огромными большими работами, чтобы можно было прорабатывать намного больше деталей в одной области и не метать режимы приближения, удаления картинки, чтобы площади было как можно больше. Именно для этого сделан такой размер планшета. Поработав примерно 3 часа, я абсолютно привыкла к этому. В общем, по каким-то причинам уровней нажатия у этого пера оказалось столько много, хотя мне казалось, что они в целом сейчас стандартные у всех, что при касании планшета у меня практически не было линий. Я в целом рисую так, что я практически не давлю на перо и не прикасаюсь к планшету стилусом, если можно так выразиться. Но в этот раз я прям переборщила, и мне пришлось поднадавливать. Конечно, сейчас уже в настройках драйверов я это поменяла и переделала настройки, и теперь все работает нормально, и мне не приходится надавливать со всей силы, чтобы получить там более-менее приемлемой толщины линию. Но это вам на заметку, что лучше перед тем, как сесть за полноценную работу, драйвера под себя хорошо настроить и проверить по 100 раз, перепроверить, и это будет единственным правильным решением в данной ситуации. Как я уже сказала, меня смущает только тот факт, что на самой рабочей поверхности планшета остаются пятна от пальцев, и поэтому я работала в перчатке. После чего поняла, что я все же заклею поверхность пленкой и перчаткой вряд ли буду пользоваться, потому что я не знаю почему, но, видимо, у меня слишком длинные пальцы для этой перчатки, и она мне немножко сдавливала вот это место, где как бы она заканчивалась. Возможно, ее, конечно, можно маленечко распороть, чтобы это не давило, но с другой стороны, она все равно будет, чем больше я ее буду вспарывать, тем она будет сильнее, мне кажется, сползать вот так на руку и будет просто передавливать. Короче, из-за этого у меня немели пальцы. Я не знаю, возможно, кому-то это удобно, возможно, это дело привычки, а возможно, это дело жирных рук, но типа в целом она довольно комфортна. Но вот когда ты ей елозишь туда-сюда, она сползает, иногда натягивается, и вот это вот место, оно как бы маленечко сдавливается, и из-за чего у тебя как будто начинает онемевать рука, потому что, видимо, в эти пальцы кровь перестает поступать, и рука как бы в панике начинает просто отключаться от работы, и это очень сильно мешает. Но сам планшет, в работе планшета у меня не было никаких нареканий, он работает на бесконтакте, он не отключается. Планшет отключается, по-моему, в течение 15 минут, если вы им не пользуетесь самостоятельно. Но я лично, если я работу прекращаю, я его сама сразу отключаю, потому что там есть кнопочка, которая за это отвечает на планшете. Сам планшет не требует никакой подзарядки, вам не нужно подключать его к ПК, чтобы он как-то работал. Так же, как и стилус, тоже не требует никакой подзарядки и никаких батареек.
Лично у меня возникла любовь с первого взгляда с этим планшетом именно из-за функции беспроводной работы. Потому что возиться с кучей проводов на столе, как я уже говорила, не всегда может быть удобно и приятно в целом. Давайте все же подведем итог этих сумбурных мыслей, моих личных впечатлений, которые я как-то странно говорила. Плюсы планшета, которые я выделяю. Первое, это, конечно же, беспроводное подключение. Это очень удобная функция, сам адаптер уже в комплекте. Второе, что, наверное, мой личный плюс, это все-таки размер, потому что я люблю большие планшеты. Все. Типа, мне некомфортно работать на маленьких планшетах, я чувствую себя, как будто, не знаю, передо мной положили лист А5 формата, и мне в этом А5 формате нужно нарисовать какое-то, не знаю, супер детальное изображение. Поэтому лично мне размер этого планшета очень нравится, он большой, и плюс ко всему я как-то морально чувствую себя профессиональнее. Третий пункт – это огромное количество настроек в драйверах, то есть вы можете подогнать планшет, как вам удобно, начиная от рабочей области, вы можете увеличить ее или уменьшить в зависимости от комфорта в работе лично для вас. Настроить перо, настроить все необходимые клавиши, настроить уровни нажатия и прочие необходимые настройки, которых, кстати, много, но не так, чтобы вы прям охренели от этого количества. Я просто смогла буквально настроить планшет так же, как у меня был настроен предыдущий планшет, и продолжать комфортно работать на нем, как будто ничего и не поменялось. Последний из плюсов, наверное, я выделю дизайн, потому что дизайн планшета мне безумно нравится, у него нет никаких лишних деталей, которые бы меня бесили или раздражали. Он просто черный, на нем нет никаких непонятных элементов. Из минусов я бы, наверное, внесла перчатку. Возможно, стоило бы делать ее, не знаю, пальцы, может быть, подлиннее. Также мой личный минус, что это не стикер, а просто картинка. Меня это не нравится. Компания Hayon, задумайтесь, сделайте стикеры. И матовость поверхности, на которой остаются пятна. Я думаю, что, конечно же, я просто наклею пленочку на планшет, и будут решены все эти проблемы. Но, я не знаю, меня просто раздражает. Ты планшет на свет направляешь, и там видно эти пятна твоих жирных рук, хотя руки вроде и не жирные. В общем, такой результат у меня получился, и мне нравится эта картинка. Скорее всего, SpeedPaint с этим артом я выложу потом в отдельном видео. Просто SpeedPaint под музыку сделаю. А ссылку на сам планшет я оставлю в описании. Я оставлю там ссылку на официальный магазин Hayon и на сам планшет, где вы сможете более подробно изучить как его и характеристики, так его и плюсы, и сможете посмотреть и выбрать для себя, или посмотреть какие-то другие модели, более бюджетные, потому что в линейке Inspiroy у них несколько моделей. Вася, дай доснимаю видео и открою тебе дверь. А я надеюсь, что вам понравилось это видео, что мой обзор более-менее вам помог с выбором на планшеты. Поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Если вы впервые на моем канале, посмотрите мои другие видео. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, а то у YouTube, как всегда, какие-то проблемы с этим. В ссылках в описании вы найдете мой паблик ВКонтакте, куда я публикую все свои иллюстрации, и мой Инстаграм, где кроме иллюстраций я публикую скетчи и какие-то странные сторис. Также вы найдете там ссылку на Patreon, где сможете поддержать меня материально за определенные награды. И очень сильно вы поможете мне и развитию моего канала, если просто поделитесь этим видео со своими друзьями в своих соцсетях. Вам я желаю творческих успехов, выберите себе уже наконец понравившийся планшет, и всем пока!